Приветствую вас на канале Гаражный Бездельник. Понадобился строительный пылесос, но в магазин мы за ним не пойдем, а будем изобретать сами. Есть две идеи: циклонного типа и аквафильтр. Циклонного типа лучше для стружки, опилок, более крупного мусора. А для мелкого, такого как цементная пыль, пожалуй, все-таки лучше аквафильтр. Этим и займемся. Нам понадобится пылесос, два ведра, одно из них высокое, пластиковые, сантехнические комплектующие, 50-я труба, 110-я муфта с переходом на 50-ю трубу, заглушка, угол 45 или даже 60, 50-й, гофра от сифона и две фанеры потолще. Есть мнение, что ведра могут не выдержать вакуумного разрежения от пылесоса, поэтому усилим его. Сначала усилим донышко. Силиконовый герметик. Для выхода воздуха. Усилим донышко. Поставим под груз. Это у нас будет фильтр дополнительной защиты пылесоса от воды. Места в ведре у нас маловато, ведро узенькое, поэтому отрежем все лишнее. Миллиметров 12 можно отпилить. И фасочку не забудем снять. Вот таким образом фасочка снята. Проваливается немножко. Не так жестко, как хотелось бы. А сделаем мы вот так. Теперь не провалится. Делаем отверстие для пропуска воздуха. Пять штучек. Вот так вот будет. Не уверен я в отличной воздухопроницаемости этого бутерброда. Поэтому добавлю здесь отверстий. Трубочку вот такую взял
Заточил кромочку. Если из аквафильтра у нас попрет вода, чтобы защитить пылесос от воды, вот это будет последний рубеж для него. Накладываем так, чтобы отверстия не совпали насквозь. То есть, если вода пойдет, она впитается в поролончик. Вроде и шестая еще войдет. Давай сделаем ее без отверстий. Вот такой пенальчик получился. Вот так вот он будет стоять в ведре. Соответственно, воздух пойдет сюда. Если влага будет, то она будет стекать под наклоном сюда. И вот здесь надо сверлить отверстие для слива возможного сбора воды. Будем делать крышку к ведру. Я думаю, герметичности будет достаточно. Вот такая коронка у меня есть. Попробуем.
это отражающий экран будет отражать бурлящую воду. Вот таким образом. Нальем половину воды, или может быть чуть больше, а труба будет заходить чуть-чуть в воду. Под экраном 17 сантиметров. Значит, предположим, 10 сантиметров водички. Можно чуть больше. Поставили метку. Теперь нужно понять, сколько отрезать трубы. Если 10 сантиметров воды, то она немножко должна быть в воде. Я думаю, хотя бы сантиметра 2-3. Нальем воды по метку. Ставим кран. Можно вклеивать. Этот экран будет защищать наш пылесос от воды, которая будет бурлить. И заодно она усилит стенки ведра, потому что от разрежения они могут вдавиться. А донышко вот это вот защитит эти стенки. А это будет второй рубеж защиты от воды нашего пылесоса. Собираем. Коронки эти оказались полным говном. Еле-еле одолел эти листы фанеры и ДСП. Все пришлось дорабатывать напильничком. Все, сейчас собираем на герметик. Вот это сливное отверстие вниз должно быть направлено. Диаметр не подходит.
Не терпится испытать, конечно. Наливаем водички по метке. О, ровно 5 вошла. Главное вот эти трубки не перепутать. Это у нас будет всасывание пыли. А это к пылесосу. Дрын-дын-дын-дын-дын-дын. Сухая земля. Ведро сплющивается, но этот наш экран не дает ему сложиться и лопнуть. Отлично. Посмотрим, что получилось. Главный вопрос, чтобы не попало воды в пылесос. Смотрим. Оп, есть чуть-чуть. Есть немножко вода. Капелька. Но есть. Немножко мешок сырой. Эта коробочка тоже вся мокрая. Возможно, очень много воды. Вода грязная. Итого 7 сантиметров между окончанием трубы и днищем. А воды 10 сантиметров. Если сделать воды чуть меньше, допустим 8 сантиметров, что из этого будет? Поэкспериментируем еще раз. 8 сантиметров. То есть труба у нас погружается в воду на 1 сантиметр. Берем сухую тряпочку. Эту влагу все удаляем. Мешок тоже поставим как дополнительная защита от влаги. Хотя он, как показал, почти нисколько не задерживает влагу. А в этот раз есть влага. Будем экспериментировать. Уменьшим высоту этого экрана сантиметра на 3, 4. Портим еще одно ведро, вставляем второй экран. И вот эту коробочку переделаем. Сделаем через раз перфорированные кусочки поролончика с цельными. Ага. Пробуем. Ставим второй экран. Посмотрим, как защитит от воды.
Берем свежую салфеточку. Насыпаем золы. Есть зола и есть влага. Смотрим, что здесь. Корпус весь мокрый. Значит, вода бьет ключом. Скорее всего, не хватает высоты ведра. Если бы ведро было повыше, было бы лучше. Капельки кое-где проникают. Продолжаем экспериментировать. Хочу попробовать вложить между этими экранами поролонку. Поларонку. Свежую салфетку. Свежую порцию золы для эксперимента. Думал, уменьшится сила всасывания. Нет, сила всасывания не уменьшилась. Салфетка мокрая. Ничто не удерживает поток воды. Что бы я ни делал, вода проникает в пылесос. Так что, то множество роликов о самодельных аквафильтрах – это миф, обман? Кто что думает, напишите в комментариях. Воды в пылесосе стало больше, когда я отрезал высоту вот этого экрана. Поэтому я взял еще одно ведерко из порта и сделал экранчик больше, чем был, сантиметра на 2. Повторим эксперимент. Трубочку вот эту удалось сделать подлиннее на 3 миллиметра, на 3 сантиметра. То есть я добиваюсь, чтобы уровень воды был как можно дальше до моего экрана. То есть вода бурлит и переливается через экран, а тут ее засасывает воздухом. Пробуем. Получилось у меня от кончика вот этой трубы до дна 4 сантиметра.
Значит, налить мне воды нужно 5 сантиметров. Налили водичку, поставим метку. Свежую сухую салфетку. Есть чуть-чуть пыли. Ну, практически сухая. Хорошо. Попробуем еще один экран. Сухая. Почти сухая. Ну, возможно, это влага, которая попала из поролона. Смотрим видео. Ну что, судя по наблюдениям камеры внутри ведра, самый лучший вариант — это вот максимально высокая. Вот этот экранчик максимально высокий. Значит, чем меньше воды уровень, тем лучше. То есть расстояние от экрана до воды, чем больше, тем лучше. Дополнительный поролончик. И еще один экранчик вот такой, который его прижимает. Это максимально защитит пылесос от воды. Ну, кто подпишется на канал, тот не пропустит следующее видео. Дальше будем делать штроборез. Собственно, для этого и делается вот этот аквафильтр. Для штробореза. Всем пока, ждите следующее видео.